Мир вам, друзья! Сейчас мы будем стараться насытить вас тонкой красотой. Зачем? Дело в том, что это один из важнейших методов духовной работы. С эволюционных позиций все мы начинали свою личную историю в раю. Это становится хорошо понятным, если изучить схему строения Абсолюта, приведенную в ряде наших книг. Их список вы увидите в конце фильма. Души формируются и начинают развиваться именно в раю. Это еще не человеческие души, это зачатки человеческих душ, которые проходят начальные этапы своей эволюции в растительных и затем в животных телах. Но достигнув после очень многих таких воплощений возможности стать, наконец, людьми, мы зачем-то начинаем формировать в себе сильные привязанности к материальным объектам и взращиваем свой эгоцентризм, который проявляется в том числе в высокомерии, презрительном отношении к другим существам и так далее. Невозможность полностью удовлетворить порочные желания по обладанию объектами своих вожделений порождает в нас стойкие отрицательные эмоции и приводит к формированию таких черт, как раздражительность, гневливость, агрессивность, ревность, обидчивость и так далее. Вот так большинство людей теряет рай. В раю же обитают те люди, которые приучили себя к чистым, утонченным, любящим, нежным состояниям сознания. А ад – это удел грубых людей, приучивших себя при жизни в физических телах именно к грубым эмоциональным состояниям. Райские состояния еще называют сатвичными, адские – тамастичными, а промежуточные – раджастичными. И чтобы нам вернуться в рай, мы должны, зная об этих закономерностях, учиться психической саморегуляции, направленной на искоренение в себе грубых состояний и всяческое культивирование утонченных состояний. Подробно о наиболее совершенных методиках психической саморегуляции можно прочитать в наших книгах. Но сейчас один из важнейших приемов психической саморегуляции – это сонастройка с прекрасным. И это прекрасное мы можем найти в том числе и прежде всего в живой природе. Более того, познать Бога в аспекте Творца возможно только из саттвы, из райского состояния души. Ведь Творец – это наитончайшая часть вселенского сознания, а саттва – это ближайшее к божественному состояние души. Бог ведь вполне реально познаваем для тех людей,
которые следуют этому знанию. И он действительно непознаваем для тех, кто находится в гунах тамас и раджас. Еще один очень важный аспект. Бог есть любовь. И приблизиться к Нему можно лишь через взращивание в себе эмоций любви. Сначала к сатвичным существам и явлениям, а потом и к Нему, к Богу. Глянь, туман в лучах искрится, как огромная жар-птица в распускающейся мгле. Пар взлетает, как дух бесплотный. Как он счастлив, он свободный от привычек и страстей, от обыденных сетей. Я хочу освободиться, я хочу свободной стать, чтобы также в предрассветной мгле летать, летать, летать. Ну и так начнем погружаться в саттву, сонастраиваясь, сливаясь с ней, становясь ею. Начало весны. Еще снег лежит, зимняя половина весны. Вот уже очень много солнечного света, радость разлилась в природе, предвкушение тепла, расцветание природы. Птички по-весеннему запели. Это зайкин след. Вот ближе к нам следы передних лапок, дальше задних. Вопрос, куда зайка бежал, к нам или от нас? Правильный ответ, что он бежал от нас. Все ли знают, почему в таком случае следы передних лапок остаются сзади? Ну, потому что у заек передние лапки растут сзади. Это шутка, конечно. А на самом деле зайка сначала ставит передние лапки, а потом задние. Задние заносит вперед. Зайки прыжками перемещаются обычно. А это зайки кушали. Зимние столовые. Когда много травки летом, зайки, конечно, питаются травками. А зимой, когда травок нет, ну вот кое-где еще над снегом что-то высовывается. Засохшие травинки, они их кушают. И кушают кору, ивы, осины. Вот следы зайкиных зубов. Это лискин след. Лиски, в отличие от собак, обычно, когда не прыжками, а спокойно перемещаются, они
делают вот такую ровную стежку следов. Собаки почти никогда так не делают. Они всегда коряво свои следы оставляют. А у лиски вот такой аккуратный следочек. А это лискин домик, норка. Вот она каждый раз выходит, когда из своего дома, вот вытирает ноги об снег. Два входа. Один основной и один запасной. Можно ощутить себя в лискином домике. Как там уютно. А это чей след? След птички. Вот птичка поет. Воронка весенняя. Вот они гуляют по снегу. Поют по весне, как и все другие птички. Эта воронка взлетала, ну и вот оставила след от крылышка. Вот у воронок утренняя планерка. Это след белочки. Вот она, как и зайка, тоже ставит сначала передние лапки на снег, а потом задние. Но в отличие от зайки, она ставит передние лапки параллельно задним. Вот и сама белочка. Обратим внимание на хвостик. Насколько он грациозен. Когда у белочки состояние саттвы, вот это выражается через позу хвостика. Внутренняя гармония, внутреннее блаженство. Все больше и больше солнечного света появляется. День удлиняется. Вот это мы пробуем пищу лесных птичек. Кто у нас питается хвоей? Глухари. Обычно сосновые, но иногда и еловые тоже. А это пища тетеревов. Березовые сережки. Вот всю зиму, вот как листва с берез опадает, вот тетерева поднимаются на березы кушать, и вот с тех пор до самой весны питаются березовыми сережками. Очень вкусно, вот всем рекомендую попробовать, очень калорийная пища, вкусная. Вполне можно питаться и нам. Это свиристели. Они у нас не живут, пролетные птички, бывают только весной и осенью. Очень симпатичные, красивые. Хохолки какие. Ну, вот целая стайка свиристелей. Синичка. Синичит. Вот так синички в том числе ищут еду. Листья тут всякие мешаются. Долой их всех. Это другая синичка, лазаревка. Это большая.
Это пестрый дятел кушает. Он потянулся. Вот обратим внимание, сейчас дятел долбит в поисках еды. А вот этот дятел сейчас запоет. Это его весенний ток. Это самец, вот он так вот самочку зовет. Оглядывается вокруг. Чего не летишь? Вот. Когда прилетит, надо, чтобы все перышки были красиво уложены. Но где-то там. Самое смешное бывает, когда дятлы находят консервную банку на какой-нибудь деревяшке, на столбе, например, от забора в деревне. Им уже что надо? Чтобы как можно громче получалось. И вот тогда самое громкое получается, если долбить по консервной банке. А это зяблик. Красавец. Его песенка. Запомним. Проталины появились большие. Снега все меньше. Все больше голосов птиц. Вот на дальнем плане черный дрозд поет. Муравейник уже от снега обнажился, и вот муравьи загорать вылезли. Вот это муравьиный пляж. Впитывают животворящий весенний солнечный свет. Тепло солнышко. Брусничка из-под снега обнажилась. Два вечно зеленых, так называемых кустарничка у нас, брусника и черника. Черника листопадный, в отличие от брусники, кустарничек. Вот тень, 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 птичка поет. Это пеночка-теньковка. А вот эта пеночка-трещотка трещит. Вот они создали такой интересный дуэт. Два разных вида птичек поют в полной гармонии друг с другом. Где-то рядом расположились, и вот сначала тень, 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 а потом трещание трещотки. Когда трещотки не с кем потрещать, она начинает очень жалобно посвистывать. Если услышите в лесу очень жалобные посвисты, то значит, что трещотки не с кем потрещать. Ну вот сейчас ей пеночка-теньковка заменяет собеседника. Вот весенний ручей разлился. Ледоход на нем.
мать и мачеха. Сначала это растение дает цветы, а уже потом листья. После отцветания цветов. Маленькие солнышки. Дрозд. Если белая бровь, то белобровик. У такого крупного дрозда. Певчие дрозды помельче. Если бровь не белая, то рябинник. Скорее всего. А это черный дрозд. Как проще всего его отличить от скворца? У скворцов короткие хвосты, а у черных дроздов хвосты длинные, как и у всех прочих дроздов. И очень симпатичный клювик желтенький. А сколько еды нашел. Вот черный дрозд поет. Это голос Бекаса. Одна из его песенок. Еще Бекасы умеют петь хвостами. Это песня Коростеля. Вот первые лягушки появились. Вода еще холодная. Прыгать еще не очень получается. Вот так-то лучше. На теплые ладошки. Излучающие любовь к тому же. Здесь можно всю жизнь провести. Весенние ручьи. Это морской берег. Голоса чаек создают ощущение простора. И морской берег исключительно благоприятен для работы с духовным сердцем. Если мы уже умеем жить в чакре Анахати, то вот повернемся спиной к морскому простору, в тихую, сатвичную погоду,
утром лучше всего. И вот выходим из чакры анахаты назад и разливаемся над морским простором, духовным сердцем. Ласкаем поверхность моря, ласкаем все живое, что здесь существует, руками, отходящими от духовных сердец. Вот такие тренировки позволяют через некоторое время расширяться духовным сердцем на многие километры. Весь этот простор может быть заполнен собою, ощущением себя как духовных сердец с руками любви. Вот так, как это делает сейчас наша маленькая Афродита. Кто я? Где я? Я сейчас есть огромное бестелесное духовное сердце. Огонь костра, он нужен не только для того, чтобы обогреться, одежду просушить, пищу приготовить. Мы используем костры для духовных тренировок. Огонь костра может быть разный энергетический. Пока костер разгорается, энергетика костра бурная, раджастичная. Но когда образуются угли, пламя становится ровным и спокойным, пока еще не стало, чуть-чуть попозже станет. Ощущаем, что излучает огонь. Сейчас пока в нем присутствует беспокойство. А сейчас ровный покой. Глубокий покой. И вот с помощью энергетики такого костра можно привести в порядок, сгармонизировать, объединить энергоструктуру живота. Вот весенние сосновые почки.
ива цветет. Вот эти желтенькие — это цветочки ивы. А кто поет? Поет соловей. Как запомнить? Соловей чмокает. Это кленовые почки. Ивовые листочки очень нежные. Это камень силы, один из уникальных камней в нашей лесной коллекции. С помощью этого камня можно осуществлять подъем кундалини. Общепринятой, в кавычках, точкой зрения является то, что кундалини находится в теле человека. Некоторые считают, что в копчике. Это совершенно неверно. На самом деле энергия кундалини находится за пределами тела человека. И вот с помощью специальных мест силы или вот этого камня можно очень легко добиться подъема кундалини и реализации ее энергетики. Сон, трава. Один из первых цветков весенних в наших лесах. Сколько сатвы в венчике цветка. В венчике каждого цветка маленький кусочек рая. И вот если уметь забираться туда, то можно приучать себя к райским состояниям. А кто поет у нас? Это песенка Зарянки. Одна из самых нежных песенок. Сонастроимся с Заряночкой. Ландыш. Сколько нежности в нем. Ландыш в росинках, в утренней росе. Станем им. А вот сам Зарянчик. Маленькая нахатка. Это зяблик. Трясогузка. Но желтая. Желтая трясогузка, название вида. В отличие от белой трясогузки. А это что? Это ручей переливается через бобровую плотину. Бобры ее построили уже несколько лет назад. Вот сейчас уже плотина заросла таволгой, другими растениями. По ту сторону этой плотины, созданное бобрами озеро. Теперь уже на этом озере живут
утки, чайки, наверное, и рыбы водятся тоже. Вот сейчас вечер наступит, и бобры покажут себя, выйдут из своих норок. Там, где есть прочные высокие берега, там бобры живут в норах. Если берега низкие, то они строят хатки. Это вот бобры зимой кушали деревья. Летом они питаются травянистой растительностью, которой много. А зимой кушают иву и осину в основном. Вот валят большие деревья осины и съедают мелкие ветки, а также всю ту кору, которую можно съесть, то есть которая достаточно мягкая. Вот уже сумерки начали опускаться. Весенний день у нас длинный, ночь короткая. И вот выплыл бобр. Первым делом нужно свое хозяйство осмотреть. Все ли в порядке. Бобры расплываются по своему озеру, чтобы покушать. Осенью, зимой их трудно увидеть, потому что длинная ночь. Они вообще-то ночные животные. Но поскольку весной ночь очень короткая, вот чтобы накушаться, успеть, они рано выплывают и утром еще плещутся долго. Это вот бекас поет хвостом. Он забирается высоко-высоко в небо и оттуда пикирует, расправляя хвост так, чтобы перья вибрировали. Сейчас вальшнипы начнут тянуть. Вот это они. Вальшниповая тяга. Такование вальшников.
сатва ночи, весенней ночи. В это время очень хорошо делать такую медитацию. Есть только лес, а меня нет. И вот тогда мы превращаемся в гармонию леса, в саттву леса. Всю ночь будет петь дрозд, певчий. Украшение весенней ночи в лесу. Лиска. Начинается рассвет, и сейчас запоют тетерева. Одна из самых красивейших песен весны.
Снова зарянчик поет. Что из себя представляет эта птичка? Маленькое духовное сердечко, больше ничего и нет-то. И поет. Поет она хаткой. Воронка выбирает, где бы гнездо сделать, как сидится на этой сосне. Здесь гнездо делать или на другом дереве. Удобно здесь качаться или нет. А вот синичка уже вовсю делает гнездо, собирает прошлогодние травинки. Вот здесь у нее домик. Детишки будут здесь жить, пока не вырастут. Но эту птичку все мы знаем. Это наш лагерь лесной. И у дятла тоже завтрак. Это тоже дятел, большой. Зовут Жауна. В красной шапочке. Вот они делают большие дупла в деревьях. И вот даже ямы копают в земле. Тоже находят какую-то еду. Каких-то личинок, червяков. Соечка. Одна из тоже очень красивых птичек. Поет прекрасно, но только очень тихо. И если вот в лесу услышим кряканье нежное, то это тоже соечка крякает, как маленькая удочка. Вот
После еды рот вытираем об ветку. Вот так вот мы и живем. Любим природу, сливаемся с ее гармонией. И через это учимся любить не только творение, но и Творца. Надо развить в себе любовь к проявленному миру, для того, чтобы потом можно было переключить ее на мир непроявленный. Нужно стать большой любовью. Нужно научиться обнимать все это, всю эту красоту собою, как духовным сердцем. Вот что это за фонарики, например. Это цветочки черники. В каждом маленькая капелька нектара. Маленький кусочек рая. Потом будет синяя вкусная ягодка на этом месте. Это вереск цветет. Славка поет. Это папоротник Дриоптерис. В этом возрасте он вполне съедобен и очень вкусный. Как маленькие огурчики. Его можно запасать впрок на зиму, мариновать, например. Но особо увлекаться смысла нет, потому что папоротник не дает нужной энергетики для организма, для медитативной работы в частности. Это крапивка весенняя. Можно варить, а можно и сырой есть. Вот первый опыт поедания сырой крапивки. Для этого нужно ее размять руками, тогда она не ждется. Первый раз. Немножко страшно. Это сныть. Тоже съедобное растение. Его бывает много, а люди не едят. Тоже можно даже и на зиму запасать. Маринуя, соля, то есть квася. В лесу очень много еды. Вот, например, листики березки молодой. Вкусный, полезный. Молодые листики березы и ивы, клена, других растений вполне можно есть. Попробуйте. Не надо только концевые листики с концов веток срывать, чтобы не вредить растению.
Это весенние вешенки. Они белые, в отличие от коричневых осенних. Но вот, к сожалению, не бывает много весенних вешенок. Редко встречаются. Это сморчки. Ну вот самый лучший способ их использования — это сначала высушить, порезав мелко, например, а потом уже можно и суп сварить или поджарить. Вот тогда они сохраняют свой аромат, и при этом сушка позволяет уничтожить, разрушить те нежелательные вещества, которые есть в них. Это кислица. Тоже можно себе сено из кислицы заготавливать на зиму, потом супы варить. Цветочки маленькие, анахатки. Манжетка. Вот вместо того, чтобы чай покупать, деньги тратить, можно манжетку себе засушить на зиму, заваривать потом. Вкусно, полезно. Лекарственные свойства разнообразные. Славка поет, такая переливистая песня, звонкая. Весенние березки, вот почему они столь ослепительно нежны? В чем секрет их вот такой удивительной чистоты? Дело в том, что они сбрасывают каждую весну, в конце зимы, сбрасывают верхний слой кожи, эпидермис. И для каждой весны предстают обновленными, чистейшими. И особенно весной березы обладают удивительно тонкой и сильной энергетикой, с которой вот можно сонастраиваться, обнимать руками сердце, березку, сливаться с ней, уподобляться по уровню тонкости ей. Божья коровка. А вот из этой мохнатой страшилки потом получится красивая бабочка. Тоже компонент сатвы весны. А поет кто? Поет камышовка. Цветочек Вероники улыбается, правда? Можно разместить у себя в анахате его, не так же улыбаться, как это райское растение. Вот насекомые, которые привыкли жить в этих маленьких кусочках рая, они так в раю и останутся жить после развоплощения. А мы где останемся? Ох, бок чешется. А вот что это из-под надкрыльев? Это вот настоящие крылья. Как жуки летают? Вот не за счет этих вот элементов панциря сверху, это надкрылья, а сами крылья глубже прячутся под панцирем. А так вот кроты переходят дорогу. Можно перейти человеческую дорогу поверху, а вот кроты предпочитают под дорогой переходить дороги.
Считает, что так безопаснее. А это землероечка с острым носиком, как у ежика. Они родственники, кстати, с ежами. А это то ли мышка, то ли полевка. Как различить? По хвостику. Короткие хвостики у полевок, а длинные у мышек. Но в данном случае хвостик не показывал, поэтому и не понять, как ее зовут. Ну как мы пропитались сатвой весны, стали ею. Это рябчик свистит. Но это последствия ночевки того же рябчика зимой под снегом. Снег растаял, а последствия остались. Чечевица поют. Вот в эту пору уже влечет искупаться с уточками, с утятками. Ощутим состояние утяточек и состояние мамы, ее заботу. Вот она руки анахаты своей держит над своими детишками. А это папа. Лебедь на свое отражение любуется. Чайка. А это ее дети. Гимнастикой для шеи занимаются.
важный компонент саттвы весны. Это возможность купаться в лесных озерах, сливаться с их гармонией, растворяться в ней. Вот из этих душистых соцветий таволги, как и из черемухи, можно делать, из цветков черемухи, можно делать мед. Очень вкусный мед получается, ничем не хуже пчелиного. Зачем пчел утруждать? Хвощи. Вот целый лес хвощей, нежность. Как их приятно гладить руками из анахаты, руками духовного сердца. А это лес папоротников. Вот в этом лесу мы встретили ящерку. Мы назвали ее дракошей. Роуз, тут ухо зачесалось. А это дрозденок. А это вороненок. Вот родился в этом мире. Еще совершенно непонятно, как в нем жить. И как выжить. Всему предстоит учиться. Вот воронята уже подросли. Есть хочу. Есть давай. На, ненасытный. Еще хочу. Вот маленькая уточка. У нее мы насчитали около 30 детишек.
Понятно, что под телом этой уточки не может поместиться такое большое количество яиц. Вот все хотят, как мама, на камень вылезти. Сейчас маму спихнут ведь. Целый детский сад. Все хотят, как мама. О, спихнули. Ну, ничего страшного. Но вот как получиться могло, что вот эта мама стала мамой-героиней? Где остальные-то мамы? Ясно, что здесь люди вмешались. Человеческая грязь, люди примитивы. И я среди них, среди таких был когда-то. Эти люди норовят убивать вот эту нежную красоту. Вместо того, чтобы учиться у них и заботе, и гармонии. Вот это тоже красота. Это чернец хохватая. Черная самочка, а черный с белым — это самец. У него есть хохолок, очень забавный. Украшение. О, красавец какой. Лапа чешется. А это кто? Это вот одна из редких птичек. Ее знают только те люди, которые на берегах морских бывают. Это кулик-сорока. Вот у него очень симпатичный розовый светящийся нос. А это малый кроншнеп. У него пол светящегося носа. Есть большие кроншнепы, а есть малые. Вот это малый. У большого кроншнепа очень красивая длинная песня. А малый кроншнеп, он сумел освоить только самое начало вот песни большого кроншнепа. Ну, потому его и зовут малым. Вот так кулики кушают. А это кто? Это тоже кулик. У него только нет светящегося носа, да и вообще носа почти нет. Но зато шея какая красивая. И зовут его за эту шею галстучником. А это белая трясогузка, в отличие от желтой, с которой мы уже знакомились. Трясогузочки очень красиво поют,
Но мало кому удавалось слышать их песни, потому что они поют очень и очень редко. Есть птицы, которые почти целый день весной поют. Трясогузки поют только в самых исключительных случаях жизни. По праздникам большим. Трясогузочным. Ну что, проверяем, как мы научились расширять анахаты над морем. Как мы научились проникать в венчики цветков. И растворяться в их раю. И вот запомним и поймем очень хорошо, что единственный способ достичь полной духовной самореализации, достичь познания Творца, слияния с Ним, это развивать себя в качестве духовного сердца. Развивать в том числе через любовь к творению. Бог, великий, бесконечный, вселенский Бог, есть любовь. И для того, чтобы приблизиться к Нему, познать Его, прийти к слиянию с собою как сознанием, с Ним, влиться в Него, мы должны стать тоже очень-очень большой любовью. Другой возможности нет. Это единственный возможный путь. Среди зеленых трав, под шапкой облаков, живет душа земли, цветет среди лугов. И если попадешь туда, остановись. Душой в ее душе до капли растворись. Исчезнет, как мираж, иллюзии покров. Увидишь под собой пушистость облаков, и небо синеву почувствуешь вокруг. Светить, любить, земле ты помоги, как друг. Душа земли нежна, в ней царствует любовь. Войдешь в нее, любя, отринув плоть и кровь, растаешь в глубине
Соединись с землей, откроется тебе мир тонкости иной. Раствориться в любви и с любовью в лесу стать лишь каплей на ветке, что дрожит на весу, окунуться в прозрачный и тонкий покой, в каждом дереве слиться с его тишиной, потерять свое «я», обретая взамен бесконечное сердце с любовью ко всем. Тихий вечерний лес, очертания деревьев размыты, абсолютный простор и покой. Он любовью исходит, волной из глубин мироздания и безудержно топит в себе, заполняя нежнейшим огнем все живые творения, создания. Все окутано тайной. Земля засыпает, и как нежная мать любимых детей покоем своим все вокруг укрывает, пеленает, ласкает. Свою песню свободе легкий ветер поет, и бесшумен во тьме птиц незримый полет. Сосны храмы зеленую мощью своей проникают в сокрытую сущность вещей. От мельчайших иголок живой аромат. Тихо шепчут они: ты, сестра, нам и брат. Тела нет, есть покой. Обними все собой, растворись, лесом стань и дыши вместе с ним, будь таким же нагим, и пусть светопоток, как тончайший листок от земли, оторвет и тебя понесет над полями, луками над спящей землей, такой ласковой, любящей, вечно живой. Свет зари отразился в листочках берез, и они засияли в нем, трепетно млея. Я влюблен в эту землю безмерно, до слез. Все держу на своих я ладонях, лелея. Я ласкаю деревья, целую цветы, обнимаю, любовью питая и грея. Полюби же,
родную природу и ты, понимая, что все это боготворение,